Дорогие друзья, в такую погоду грех сидеть дома, и мы с вами сейчас на крыше нашего горосполкома. И именно здесь я решил рассказать вам давно обещанную историю про водолазов и про топливо. Ну и попить кофе, конечно же, который сварили дома. Начнем с водолазов. Ну, во-первых, никакие это не водолазы, а работники Чернобыльской атомной электростанции. Более подробно и красиво об этом всем рассказал один из них, Алексей Ананенко, в своих воспоминаниях, ссылочку я дам ниже. Предыстория. Вкратце расскажу, конечно же, и свое мнение по этому поводу. 5-6 мая возникли опасения, что активная зона, расплавленная в лаву, превратившаяся, которая протекала куда-то неизвестно куда, на тот момент еще не знали, боялись, что она попадет в конце концов в бассейн Барбатер, который находился на нулевой отметке. В контакте с водой произойдет паровой взрыв, ну и разнесет все еще больше. Ну и еще как вариант последующего развития этого проплавления, лава проплавит фундаментную плиту, попадет в грунтовые воды и вообще будет полная задница. Что такое бассейн Барбатер вообще? Чтобы вы имели представление, что это такое. Это двухэтажное помещение с большим количеством пароспускных трубопроводов, предназначено для аварийного сброса пара. В штатном режиме каждый этаж заполнен почти наполовину водой, то есть примерно на 1,20 м каждый этаж заполнен водой в штатной ситуации. В аварийное время, то есть к началу мая, предполагали, что он почти полностью заполнен водой, потому что 26-го усиленно подавали воду для охлаждения якобы существующего реактора. Но тогда народ еще не понимал, что его нет. Здесь я хочу особо сказать, что нельзя винить людей в том, что глаза видят, а мозг не воспринимает. Это настолько для всех было шокирующее событие, и не настолько все были уверены, что реактор взорваться не может, что даже увидев, что его нет, поверить, мозги отказывались в это верить. Я ни в коем случае не оправдываю, а просто пытаюсь объяснить, почему делали те или иные действия, совершали. Подавали воду. И эта вся вода, радиоактивная, естественно, сливалась вниз, и в том числе в бассейн Барбатер. И тогда, как очень красиво сказал Александр Александрович Боровой, приняли избыточные меры безопасности. Это, естественно, мог сделать только свой родной персонал, квалифицированный, и вызвались 3 человека. Борис Баранов, Валерий Беспалов и Алексей Ананенко. Сразу скажу, что из этой тройки в 2005 году от сердечного приступа умер Борис Баранов. Валерий Беспалов и Алексей Ананенко живы, проживают в Киеве. Сразу хочу вам еще раз сказать, не стоит беспокоить этих людей. Они устали от этого мифа водолазов и вообще от вопросов, расспросов. Дайте людям спокойно пожить. И в воспоминаниях Алексея Ананенко это все подробно расписано. Водолазные костюмы использовали по одной простой причине. Они не предполагали, сколько там осталось воды. Кстати, в предыдущую смену пожарные из 001 помещения откачивали воду. Но на самом деле было заполнено, и задвижки, которые нужно было открыть, находились под уровнем воды. Но на момент, когда уже пошли ребята открывать их, воды там было не выше колена, по воспоминаниям самого Алексея.
Поэтому говорить о том, что они куда-то там ныряли в кромешной тьме, доплывали до этих задвижек на ощупь, ну это бред. Это полный бред. А теперь давайте порассуждаем. Наверняка возникнут возражения или комментарии. А нахрена это бы надо было делать? Ребята, сейчас, через 30 лет, даже через 20, можно уже говорить почти с уверенностью, что этого можно было не делать. Но к такому выводу мы приходим на основании большого багажа информации, которую мы имеем. А теперь представьте, какую информацию имел оперативный персонал 2, 3, 4 мая. Одни лишь предположения. Ну, в начале мая уже понимали, что реактора нет. Тем более расплавление активной зоны, а в какой массе оно расплавилось, а вся ли она расплавилась, а сколько вылетело, а что, куда. Объем активной зоны, я вам так скажу, это 6 метров высоты и 12 метров в диаметре активная зона РБМК. И если представить, что она вся осталась в реакторе и вся расплавилась, то это, это очень много. Естественно, предполагали самый худший вариант. И из него исходили. Конечно, сейчас мы можем рассуждать, что ой, да туда попало совсем немного, ничего и не было. Да, топливо туда попало по пароспускным трубопроводам. И оно там есть. 0,12 помещение, у меня есть видео на канале. И оно превратилось в пемзу. Пористый материал. И никакого взрыва не было. Но его мало туда попало. По одной из версий, почему так его мало попало, во-первых, не вся активная зона расплавилась, ее часть активной зоны вылетела, которая, как я в одном из предыдущих видео, я показывал примерную картину, что происходило. Когда вылетала Елена, она за собой потянула в том числе и часть графитовой кладки с активной зоной. И поэтому сейчас мы уже знаем, что не вся активная зона расплавилась. Кроме того, когда та оставшаяся часть проплавлялась, по словам Борового... А вот лава была непредсказуемая. Хотя уже на первом заседании правительственной комиссии говорилось о том, что вполне возможно, что такое выделение тепла, что там вся расплавится, и это тогда ее не лава называли, а, по-моему, магма, что она потечет и она просочится каким-то образом, проплавит перегородки, попадет на нижнюю плиту, фундаментную плиту блока, расплавит ее, попадет в грунтовые воды, и тогда начнется черт знает что. Сейчас с презрением говорят, какие они были глупые, эти люди, что они тогда же почти решили под блоком строить вот эту вот самую ловушку с водой. А я могу сказать, что мои такое мнение, что они не были глупые. Ведь что на самом деле произошло? На самом деле, когда то, что мы теперь хорошо знаем, произошло действительно расплавление. Сначала цирконий растворил топливо, жидкий цирконий растворил топливо, потом весь этот конгломерат соприкоснулся с смесью тех материалов, которые находились в шахте реактора. Так? И мог бы попасть, ничего не проплавляя, а через паросбросные трубы, мог бы попасть действительно в фундаментную плиту и принести очень много беспокойства. Но на счастье наше, при взрыве схема ОР поехала вниз и заткнула эти паросбросные трубы. И топливо для того, чтобы до них добраться, пришлось расплавить 1/4 схему этой ОР. А пока она плавила, она выдохлась. Понятно. Запас энергии не бесконечный, да? Вот. Она выдохлась. И хотя лава полилась по паросбросным трубам, но когда она дошла до фундаментной плиты, это первый этаж бассейна Барбатера, так, оно, конечно, там образовало кучу, но сколько-нибудь углубиться в эту плиту не смогло. В 0,12 оно уже не как лава, а да, как пемза вот эта. Да, это теперь.
Ну, Нет, Тогда-то в те времена-то... она еще попала в воду, которая там там же стояла. вода была, она поэтому и стала. Если бы лава попала бы целиком, и Если всё, там воды не было, да, тогда и бы воды бы не стало, и фундамент и плита. Поэтому то, что сделали эту ловушку, это было не просто разгильдяйство, идиотизм. Это было то, что называется избыточные меры безопасности, которые применяются, когда вы не понимаете сути происходящего недостаток процесса. информации. Нет информации. Не знали же, что... Вы должны любыми путями обезопасить, любыми путями что-то сделать, чтобы это предотвратить. Оказалось, не надо. Очень хорошо. Очень хорошо. И осуждать за это и говорить, дураки, попалили столько людей. Ну, ребята, это некорректно. Ну, нельзя так говорить. Весь персонал, который тогда действовал, он действовал в соответствии с информацией, которую они имели, и провести те мероприятия, которые максимально обезопасят от еще большего ущерба. Я считаю, что персонал действовал достаточно грамотно на основании той минимальной информации, которую они имели. Даже то, что сделали подкоп под основание блока и смонтировали там систему охлаждения, даже это я не считаю, что бесполезная работа. А что бы вы говорили, если бы все-таки проплавилось? Наверняка бы говорили, вот такие-сякие сволочи, козлы не додумались, не охладили и загрязнили грунтовые воды. Вот стопудово так бы говорили. А когда этого... паучок. Когда этого не произошло, а зачем вы рыли, зачем шахтеров попалили? Ребята, закроем на этом тему. Не надо обсуждать и, винить людей, персонал, которые в неимоверно жестких условиях принимали решения, были вынуждены принимать эти решения. Рискуя, опять же таки, и своей жизнью в том числе. Многие из тех, кто принимал эти решения, их уже нет в живых. И они не из-под палки там они сидели. А это наши часы. Говорят, не пора закругляться на этой теме. Да, давайте эту тему закроем уже. По водолазам, я думаю, все понятно, что никаких водолазов не было. Более детально почитайте, пожалуйста, рекомендую воспоминания Алексея Ананенко. Он очень подробно все описывает, и главное, понятно. Даже не технарям все понятно. И перейдем к другой теме. А теперь про топливо. Сколько же его осталось? Этот вопрос мучает и интересует очень многих. И точного ответа, наверное, не знает никто. По исследованиям Александра Александровича Борового, я дам вам прямую выдержку, его прямую речь, когда я с ним встречался, мы разговаривали об этом. Первую задачу, которую мы решили до конца, и правильно, как я считаю, несмотря на то, что Чичеров говорит, мы решили задачу, сколько было выброшено топлива. Решили мы ее так. Если смотреть топливо, плутоний, скажем, берешь пробу, анализ на плутоний идет пару дней. Квалифицированный человек нужен. Так? Поэтому вы не можете сразу на огромной территории проверить, сколько там плутония. Я скажу, что за весь 86 год сделано было, порядка 100 анализов всеми институтами Союза. Так? Что же это было 100 точек? Это ничто. Поэтому мы сразу придумали такую штуку. Мы сразу обнаружили, что топливо-то выкидывается в виде частиц. А в частицах есть не только плутоний, но есть и гамма-излучатели. Если эти гамма-излучатели относятся к тугоплавким элементам, так, то тогда, например, стронций, то тогда по этому гамма-излучению можно ввести некий коэффициент корреляции. Этого стронция столько, тогда плутония должно быть столько-то. И мы все силы в Москве, вот небольшой промежуток времени, пока еще был в Москве,
стояли над химиками и заставляли их определять в разных местах, брали пробы абсолютно в разных, в Белоруссии, там, по дороге в Чернобыль, на самой станции, определять вот этот коэффициент корреляции. И после того, как увидели, что он всюду один, а я в это время и сосчитал, что он очень близок должен быть, учитывая выгорание в разных местах, вот, кстати, все равно. Коэффициент очень близкий был. 10 минус 4 до сих пор был. Вот. Можно было сразу сказать, сколько плутония. И тогда вы берете самолет, вертолет, летите с соответствующей аппаратурой, смотрите полную дозу, грубо определяете, сколько там топлива выкинуло. Более точно берете пробы Земли, но не 100, а 1000. И по стронцию определяете, сколько там стронция, коэффициент, сколько плутония. И вот тогда, когда собрали где-то к началу лета, ну или летом даже уже, действительно 1000 проб, стало понятно, что топлива выкинуло совсем мало. Ну, порядка там 3%. То, что Легасов сказал. Вот такая история. И их выводы близки к истине, я считаю. И нельзя не доверять этим данным. То есть на самом деле, скорее всего, вернее, с большой долей вероятности выглядело именно от 3 до 5% с восходящими потоками в виде мелких частиц. Топливо испарилось, вознеслось и потом осело на большой территории на 1000 километров от самого блока. А вот дальше начинается интересная вещь. То есть если, пускай 5% вылетело, то в блоке осталось 95%. Ну, вроде логично, да? Вот тут нужно вспомнить Константина Чечерова, который уверял, что в блоке осталось порядка 30-40%. А все остальное вылетело. Вот я бы как раз взял оценочку где-то между вот этими цифрами. Потому что по тем же показаниям и исследованиям лавообразных ТСМ концентрация топлива, она, кстати, до конца не изучена. После развала Союза исследования и бурения скважин, исследовательских скважин в лавосодержащие массы прекратился. Ну, Союз развалился, курчатовские сотрудники Курчатовского института ушли, и исследования прекратились. И одна из последних скважин была пробурена как раз-таки в 305-е помещение. Они вышли на самый большой массив лавы, где содержание топлива доходило до 20-25%. В той лаве, которая в бассейне Барбатере и в Слоновой ноге, там топлива не так уж и много. Ну, не больше 10%, единицы. И вот подсчитать точно, сколько топлива в самой лаве, ну это сложно. Хотя берутся, и есть такие цифры примерные, что там порядка от 30 до 50 тонн топлива в этой лаве расплавлено. Плюс мы не знаем, сколько топлива вылетело за пределы блока. То есть сколько было разбросано по крышам, по промплощадке. Цифра, которая у Борового 95%, я могу с ней согласиться, если учитывать топливо не в блоке, а все топливо, и вокруг блока в том числе. Если же говорить конкретно о центральном зале, то там, скорее всего, прав Чечеров. В центральном зале осталось не так уж и много. Ерунда. 30-40%. Я очень надеюсь, что достаточно понятно рассказал о водолазах и о топливе. Если вам будет интересно послушать о нашем славном городе, я могу сделать отдельный видеосюжет, рассказать об его истории. Ближайшая запись будет обсуждение сериала «Чернобыль», первой серии, вернее. В ближайших
Следующие выпуски будут старший инженер управления реактором СИУРом РБМК. Там мы как раз поговорим о необходимости и о той ситуации, которая возникла на блочном щите, уже с профессионалом, который знает, что такое реакторы РБМК и как им управлять. А еще в ближайшие дни мы с Аней приступаем к очень такому, я бы сказал, амбициозному проекту, сделать несколько передач, цикл о становлении атомной энергетики как таковой. Дело в том, что мой отец, Валентин Ипполитович Крупный, пускал первую промышленную атомную электростанцию, Белоярскую АЭС, был ее главным инженером, был директором Запорожской АЭС. Он расскажет, почему его снимали его в ЦК КПСС. Далеко не каждый директор этого удостоится. Вот. И был директором объекта укрытия. То есть ему есть что рассказать, и этот опыт, я считаю, он бесценен, и его нужно сохранить. Ну и как всегда, будем жить. Счастья вам. А напоследок, кто хотел увидеть мою кошку? Вот сейчас вы ее увидите.